Добрый день, зрители канала DP Labs. Меня зовут Кирилл, и сегодня мы поговорим о производстве рычагов. Перед вами детали, из которых мы их изготавливаем, то есть заготовки. Они приходят к нам в виде нарезанного на лазере листового алюминия с облоем. Далее мы чистим поверхность, убираем окалину для того, чтобы пазы все остались ровные и можно было сажать детали ответные. Далее деталь обрабатывается наждачной бумагой, убирается облой, освобождаются пазы. Поверхности, которые уйдут вовнутрь, мы уже дошлифовываем до финального состояния и закрываем в деталь. Наружные поверхности не вышлифовываются до идеала, они будут позже обрабатываться вместе со сваркой. Это детальки шип-паз, вот ответные, они устанавливаются, соответственно, в эти пазы. Архитектура внутренняя рычага, она видна вот здесь. То есть здесь не хватает только верхней пластины, все остальное собрано. Соответственно, корневые пластины несущие, блок, который удерживает в себе шаровую опору. Сюда привариваются втулки под сайлентблоки. От этой поверхности до верха шипа у нас 1,5 мм обнижения. Это для того, чтобы сделать сварку. Ну, то есть у нас получается сварная заклепка своего рода. Деталь у нас укладывается на сварочный стол, берется ответная часть, устанавливается сверху. Далее поджимаются струбцинами. После того, как на пластину создано давление равномерное, тонкой отверткой или молоточком поправляются все детали, чтобы они приняли вертикальное положение, и деталь дожимается. Когда все зажато, пазы встают на свое место, мы можем приступать к сварке. Сварка осуществляется ровно так же на столе, в зажатом положении, то есть прихватывается, чтобы ничего никуда не ушло. Ну, в принципе, это не очень важно. Мы сравнивали и без струбцин. В принципе, остается все так на своих местах. Шипы, по сути, несут всю нагрузку на себе, а сварка выполняет роль просто удерживающая шипов на своем месте. Вы можете увидеть на этом уже сваренном рычаге, как выглядит сварка. Это до обработки. Соответственно, швы у нас еще лежат здесь. Когда они стачиваются, все равно у нас остается 1,5 мм сварного шва внутри. То есть это все сплавляется воедино. Сюда еще не доварены втулочки. Было много вопросов в первом видео по поводу прочности, по поводу там алюминий, сталь, лучше из труб, нетехнологично и прочие вопросы. Ну, по поводу нетехнологично здесь очень сложно рассудить, потому что у нас же нет трубогиба на данный момент, а лазер есть. Поэтому мы делаем так, понимаете? У нас не требуются кондукторы, то есть это уменьшает количество основных фондов для производства квадроцикла. Соответственно, это все варится на сварочном столе и требует сварочного аппарата и прямых рук. Поэтому вопрос технологичности для нас еще остается открытым. Возможно, в дальнейшем мы перейдем на другие способы, так как мы не знаем еще объемов производства, поэтому мы делаем тем способом, который для нас сейчас наиболее прост, который мы можем очень оперативно менять конфигурацию и при этом ничего не докупать, не вкладывать каких-то больших денег в это мероприятие. 10 центов. Я увольняюсь. Я собственный отель открою. У меня в руках рычаг, который мы уже немножко испытали. Испытания мы некорректно проводили. Можно сказать, это испытания на сварку были. То есть, какой был способ испытания? Мы поставили под пресс вот таким образом деталь, придавили в первую очередь сюда. Мы хотели понять, оторвет ли втулки, так как это одно из слабых мест. Совсем таких нагрузок не воспринимает рычаг, он немножко иначе работает, но тем не менее мы просто в тупую придавили сюда. Уши пошли, здесь лопнул настолько один шов, который был просто сточен, но здесь нету никакого обнижения, не было фасочки, поэтому шов лопнул, но это нормально. Все остальные швы, как видите, их равномерно потянуло, то есть деталь гнулась как единое целое. Соответственно, после вот этого испытания, ну, сюда там чуть меньше тонны было придавлено, они пошли, но это нормальная история, так как рычаг закреплен, и, соответственно, уши, которые удерживают сайлентблоки, они дают, ну, удерживают эту нагрузку, он здесь не гнется. Плюс конкретно этот рычаг — это старая версия, ну, она некорректная. В новой версии, как вы видите, это расстояние, оно уже существенно уменьшено.
Соответственно, и нагрузку он здесь может выдержать больше. Ну и в целом рычаг стал меньше, он более такой жесткий, сбитый, плотный. После этих испытаний мы положили рычаг на 2 опоры, соответственно, одна опора прошла здесь, вторая опора прошла здесь. И просто придавили прессом сюда. Опять же, это для испытаний просто на прочность сварки. Нам надо было понять, как он разрушается. Соответственно, он плавно гнулся, не было никаких разрывов, там, как многие писали, должен потрескаться, полопаться, все отломаться. Нет, так это не работает, это AMG3, он довольно пластичный материал, то есть он прогнозируемо гнется плавно, без каких-то скачков. Здесь у нас получился разрыв практически сразу, но это опять же по той же причине. Здесь была сошлифована сварка, здесь не было фаски, поэтому разрыв произошел. Далее, вот этот разрыв именно по металлу пошел только на нагрузке в 5 тонн. И он также плавно после 5 тонн уже начал гнуться, ну то есть пошло разрушение детали. Соответственно, это довольно большая нагрузка. Здесь тоже шипы не вырвало, поэтому за это можно не беспокоиться. Довольно крепкая вещь. Он не очень тяжелый, а новые, которые меньше размером, они в принципе получились гораздо прочнее. Мы в будущем еще сделаем испытательный стенд. Основная нагрузка, которую нам нужно проверить, здесь закрепится ось, сюда поставится имитация шаровой опоры, и на нее будет оказываться давление, то есть вырывающая нагрузка, которая имитирует, например, удар колеса о какой-то бордюр или прочую препятствие. Рычаг доварится, обработается, сюда станет швеллер, в который будет крепиться амортизатор. Пока что тут мы еще думаем, это не финальная тоже версия, вот конкретно эти крепления. Возможно, они станут меньше, локальные будут. В общем, мы пока не до конца понимаем положение амортизатора, поэтому делаем так. Почему мы не рисуем все, не прорабатываем всю архитектуру на компьютере и многие вещи делаем из фанеры или тестовые версии рычагов? Для кого-то проще сделать на компьютере, кто-то лучше воспринимает визуально. Так как у нас единственный человек, который занимается разработкой, перед вами стоит, я делаю под себя. Поэтому мне проще сделать визуально, посмотреть, подвигать, мне так понятнее. Поэтому я применяю этот метод. Если кому-то проще сделать все в моделях, пускай делают в моделях. Мы не потому, что не умеем моделировать, делаем так. Просто так в данном случае удобнее. Плюс на моменте, когда вы видели ролик с деревянными рычагами, это мы только купили новые редукторы, и вот буквально в тот момент мы их устанавливали и проверяли, как все будет стыковаться. Сделали, порезали, собрали, это все заняло 1 день и ответило на множество вопросов. Далее, соответственно, редукторы пошли в сканирование, а рычаги уже пошли в изготовление в металле.